что это был за эфир на самом деле. С виду все выглядело максимально спонтанно. Сел на диван, включил музыку, показал бини, вешалку, благовония, черный дом. Но если присмотреться, слишком много повторов-то крючков. Всем привет! Вы на канале SS Woody Vibe, и у нас свежая подборка горячих новостей о BTS. Сразу напомню, все, что я рассказываю, это новости из открытых источников, обсуждения и слухи в сообществе. Мы делимся атмосферой, а не вмешиваемся в личную жизнь артистов. Так что расслабьтесь, наслаждайтесь, и если еще не подписаны, самое время нажать кнопочку. Так вот, но если присмотреться, будет слишком много повторов на крючков. 9 одинаковых бини, весь гардероб черный. Запись еще не закончена, дел много. Бег у реки 3 раза в неделю. И, конечно, фраза «Неа, ты же не идешь снова в армию». Все это звучит как точки, которые заранее были отмечены, и особенно видно, как заход Тэхёна разыгрывался блоками. Сначала стрижка, потом армия, потом бег, мукбанг и финал — шутка про белье. Слишком гладко для полностью случайной болтовни. Даже правила для фанатов не разговаривать, не обгонять, не снимать, когда плюемся, поданы как заранее сформулированное сообщение. То есть атмосфера расслабленная, но за домашней болтовней скрывалась управляемая спонтанность. Что они показали? Чонгук — закрытый минималист, весь в черном, но с самой иронией. Привез благовония из США и перенес атмосферу домой. Сделал рум-тур, но спальню принципиально не показал, граница проведена четко. Сказал, что работа в LA еще не закончена, дел впереди много, пообещал выйти в эфир на день рождения. Рассказал о весе, диете, тренировках и даже о здоровье Бами, но удержал позитив. С Тэхёном мы увидели общий план по бегу трижды в неделю, согласованное время и правила, шутки про еду, белье, пикировки, вайб бойфрендов дома. Постоянное «мы», «у нас», ощущение, что они функционируют связкой даже в быте. И да, момент со стрижкой и армией. Подстригся? Ёжик пойдет. Ня, ты же не идешь снова в армию. Для фанатов это снятие тревоги, но сам акцент говорит, что точка была заранее подготовлена. При этом были и чистые импровизации. Реакции на чат про «сними», бытовые мелочи типа «ягодицы болят» или «вода кончилась», балагурство про нижнее белье, признание про СДВГ не заготовка, а живая самоирония. Все это считывается не как конспирология, а как домашний софт-пиар. Они дали уют, юмор, несколько острых тем. Работа идет, даты не называем. Слухи про армию накрыты зонтами из шуток. И главное, показали, что они в связке. Привычки, шутки, там «мы у нас», там «он-колл в чат». Финальный крючок — обещание эфира на день рождения. То есть болталка нет. Это был умный домашний спектакль, где живые мелочи переплетаются с заранее выбранными точками. Именно за это мы их и любим. Уют, близость и пространство для разговоров, которые мы потом будем разбирать еще долго. За и против. Что это был за эфир? За в пользу вигукеров. Общий вайб «мы дома вместе». Рум-тур, еда, мукбанг, шутки уровня бойфренды. Мы бегаем 3 раза в неделю, то звучит как семейный режим, а не разовая активность. Постоянное «мы у нас» вместо «я», будто у них общее пространство и общая жизнь. Сцена со стрижкой и армией, слишком интимный акцент для обычной дружбы, дважды повторенный намек «не, а ты же не идешь снова». Взаимные пикировки и намек понят. Это внутренняя речь, доступная только им, но проскользнувшая на эфире. Против, если снять розовые очки. Четкая структура эфира. Бини, дом, Эла, Тэхён, стрижка, армия, бег, еда, финал. Это может быть тщательно срежиссированный софт-пиар. Шутки про нижнее белье и ягодицы болят, фан-сервис, чтобы оживить эфир и вызвать реакции. Повторы крючков, бини, черная армия — это медиаплан, а не личная откровенность. Вброс правил для фанатов во время пробежек — не обгонять, не разговаривать — выглядит как публичный инструктаж, а не как дружеская болтовня. В таких эфирах интимаси часто создается специально, чтобы фандом бурлил. Итог эфир можно читать по-разному. Вигукеры видят домашняя сцена мужа и мужа. Скептики скажут, это грамотная управляемая спонтанность, где все продумано, чтобы фанаты обсуждали. А правда, как всегда, где-то между.